Здравствуйте, дорогие друзья! С нами сегодня помощь огонь, священный огонь. Давайте пошепчемся этой ночью. У меня ночь. Вопрос. Кто из вас умирал и возвращался в этой жизни? Ответ. Каждый. Много-много раз. Сон– это аналог смерти. Мы засыпаем, тело переходит в автономный режим, астральное тело от физического, как чулок эластичный, прозрачный, выскальзывает из-под эфирного тела и уходит в астральный мир. За астральным телом тянется серебряная нить, называется нить жизни или серебряная нить. Это связь с телом, это как оптоволокно, но незримое, чтобы тело сохраняло автономность. Вы выходите из тела, тело остается здесь, а вы выходите в астрал. Смерть реальная происходит точно так же. Ведическая культура говорит, еще ни один человек за все время существования человечества не видел свою смерть. Он просто засыпает, оказывается в астральном мире. И многим кажется, что он спит, он во сне, когда он видит ангелов или демонов. Вот так и происходит все. Что происходит, когда мы выскользнули из физического тела? Что происходит с физическим телом, которое мы оставляем тут и ушли в астрал? Физическое тело работает в автономном режиме. Все процессы двигаются. Мозг переходит в другую фазу, активную фазу работы, обслуживания тела. Тело самоисцеляется, очищается от токсинов, от болезнетворных бактерий, избавляется от усталости и наполняется частично жизненной силой. Мы в простонародье и говорим, надо выспаться, чтобы набраться сил. Это соответствует. И мы, выспавшись на другой день, утром просыпаемся, это своего рода рождение. Мы пришли вновь в тело, проснулись и, хорошо, отдохнули, перезагрузились, наполнились силами. Какой смысл сна? Вы знаете, прекрасно слышали, что если человека лишить сна, он быстро сойдет с ума, можно убить. Лишением сна можно просто убить физическое тело. Оно будет обесточено, будут сбои в программах, органы повредятся, и тело выйдет из строя. Так вот, астральное тело выходит, эластичное, за ним хвостик, серебряная нить, связь непосредственно с телом, это необходимо. Серебряная нить, жизненная нить. В эзотерике говорят, умер во сне, человек заснул и не проснулся. Была прервана серебряная нить, жизненная нить. Условно, душа не имеет возможности вернуться в тело, потому что вот этот тоннель, эта нить Ариадны, она прервана. Человек не имеет возможности сам оборвать нить. Деструктив не имеет возможности оборвать нить. Это во власти Творца. И если есть в жизненных планах у человека уйти сегодняшней ночью, так и будет. Ангел-хранитель позаботится об этом. Нить будет прервана, и человек не проснется. Астральный мир – это посредник между физическим миром нашим, где мы находимся сейчас и бодрствуем, и духовным миром. Поэтому человек, умерший, попадает в астральный мир и 40 дней находится там, где вы гуляете каждую ночь. После 40 дней все якоря условные отцеплены от земной жизни, привязок больше никаких нет, готова идти дальше. Душа, она. И ангелы уводят выше, в духовный мир. И там мы уже все разбирали, что там дальше происходит.
Вернемся ко сну. Астральный мир – это место встреч. Туда имеют доступ все созданные духи, рожденные духи Творцом. Поэтому есть редкие случаи, что люди ночью спят и встречаются во сне, беседуют, потом встречаются, проснувшись, и у них данные сна сходятся. Это реально. Астральный мир, он состоит из 7 уровней, из 7 этажей. Чем выше, тем чище, ближе к ангельским уровням, к Творцу, так скажем, к свету. Чем ниже, там холоднее, темнее, это адовые уровни, деструктивные. Теперь вспомните свои сны, кому какие сны снились и сейчас снятся. Были у вас страшные сны, повторяющиеся? Они мучают вас из ночи в ночь. Страшные, дикие сны. И вы просыпаетесь не отдохнувшие, а уставшие, вымотанные, все в поту. Такое качество сна говорит о том, вы на данный момент соответствуете низким уровням духовного развития. Это колокольчик, это сигнал. Не надо оставлять так, надо заниматься духовным развитием, спасать себя. Чем человек чище, чем у него жизнь праведная, чистая, светлая, тем у него качественнее сны. Если у человека давно уже нет страшных снов, повторяющихся, где мало света, где страх, где беготня, кто-то преследует вас в потемках, вы убегаете, кричите, вас никто не слышит, и в конце концов вас либо съедают, либо убивают, либо вы в криках просыпаетесь. Так вот, если чище, выше человек, духовней, ему такие сны давно не снятся. Ему снятся цветочные поляны, луга, поля, водоемы. Или он в образе птицы летает, кайфует. Ощущение свободы и счастья. Если вы будете двигаться в развитии, у вас будут только такие сны. То есть качество сна, именно содержание сюжета, говорит о соответствии вашего духовного уровня. Мы о себе можем много что думать, считать, что мы чистые, пушистые. Часто это не так, смотря с чем сравнивать. В среднем мы просыпаемся в серединке. То есть из сновидений начинаются, мы попадаем в астральный мир в серединке. Мы можем там встретить прекрасное и можем что-то пугающее встретить. В зависимости, как прошел день, если мы ругались с кем-то, кого-то отматерили или украли на работе, посчитая, что это нам принадлежит, взяли чужое, то ночью отразится событийный ряд в астральном путешествии именно даст такую характеристику. Вас будут там гонять, вы будете пугаться, убегать или потеряться в темноте, в лесу, или в каких-то трущобах, подвалах, или провалитесь в яму сырую, будете кричать, и вас никто не слышит и не помогает. Я вам скажу, если уж мы о низких этажах астрального мира говорим, я в юности привычно был в сновидениях именно такого характера. Они у меня были темные, сырые, холодные, почти ничего не видно. Были другие участники событий во сне. Лица не разглядеть. Если я пытался разглядеть, они были страшные. Я блудился, не мог найти выходы из помещений мне незнакомых. Я наступал на тела людей, я маялся, и вот всю ночь я не мог выйти, и под утро просыпался, изнеможденный. Я не знал, я считал, что такая-то дичь, это просто дурные сны какие-то. Нет, это качественная характеристика меня в то время, на тот момент, в той точке. Грязный, грешный, с нехорошими помыслами. Но в основном отражает сон уже деяния совершенные. Но это и есть качественные характеристики в данный момент. Теперь уже давно мне снятся прекрасные сны, цветные сны. Я узнал, что такое цветные сны. Я узнал, что такое быть птицей и летать во сне. Настолько реально, что реальней вряд ли можно представить даже. Настолько детально, настолько четко, зрение прекрасное, все вижу хорошо, обоняние прекрасное. И управляю сном. Хочу лечу вверх, хочу вниз, хочу остановлюсь, хочу проснусь. Если я просыпался по нужде, я засыпал и проваливался в сон в той же точке. Сном можно еще управлять. И есть, вы слышали, что такое осознанное сновидение. Опасная вещь, но она являет чудеса для человека.
такие вещи, которые он никогда не встречал, и ему не верится, что такое возможно. Осознанное сновидение– это правила, добытые опытным путем людьми, как себя осознать во сне. Интересные вещи, но не ставьте себе задачу овладеть этой техникой. Много людей эта техника сгубила. Они перестают работать, они ждут с нетерпением ночи и проваливаются в сон, и там выполняют все свои потаенные мечты сексуального характера, бытийного характера, любые. Заводят там друзей деструктивных сущностей в образах любых. Инкубы, суккубы устраивают неимоверные оргии, там можно убивать людей. Есть потаенное желание, и люди, осваивая эту технику, ныряют в сон и воплощают все низменные желания, быстро подсаживаются на это и без этого уже не могут жить. Они заканчивают жизнь либо в психушке, либо убивают себя. Это факт, страшная вещь. Поэтому, если уже рекомендовать кому, только духовно сформированным людям, которые эту технику могут применить во благо в своем развитии, в беседах с ангелами, в беседах даже с деструктивными сущностями, но в изучении. С ними можно дружить. Я ведь дружу, я не воюю там ни с кем. Многих интересует толкование снов. Сонников очень много, они все разные между собой. Есть сходство, но они разнятся. Почему разнятся? Потому что разные люди их составляли. Это так же, как апокрифы Евангелия. Они слегка разнятся. Общее у них единое, но они разнятся, потому что разные авторы писали. Тут что-то такое также. По толкованиям снов очень все размыто, но мои исследования таковы. Если снится собака, то есть главный персонаж событийного ряда во сне, если собака добрая, вы чувствуете хорошие эмоции, вы ее гладите, обнимаетесь с ней или играете, это хорошая информация вам через сон дается. Собака– это близкий, это друг. В реале, в этом мире, в плотном, друг будет помощником, что-то у вас грядет, и он вам поможет, разрешит какую-то проблему. Вы будете рады, и вы будете благодарить его. Ежели собака злая, бешеная, чужая, вы ее не знаете, и она бросается на вас, и вы с ней либо убегаете, либо у вас с ней поединок. Это тоже близкий, это тоже друг, но это сон предупреждает о предательстве. Это значит, что совершится предательство среди близкого круга, именно вас. Если от злой собаки вы убегаете, то в реалии вы боитесь такого обмана и просто сбегаете. Если вы бьетесь с этой собакой, вы решите вопрос. Вы проявите обманщика, вы увидите, на что способны близкие, но ситуация у вас под контролем, и вы на коне. Это мной все проверено многократно и подтверждено. Но у вас могут быть расхождения. Но собака во многих содниках говорит, то есть описывается что-то сходное. Кошка, если вы во сне вдруг встретили кошку, гладите ее, она вам нравится, она красивая, то это знак, что у вас появится подруга, либо любовница. Вот так. Поэтому на горизонте появится девочка. Ну, это вот если для мужчины. А для женщины появится девочка-подруга. Она вам сгодится. Любая встреча, вы уже знаете, что она непроста, неспроста, не случайность. Любой человек приходит в вашу жизнь, и есть цель, его привели. И ваша совместная работа, контакт нужен для обоих. Обретают оба опыт. Бывает очень хороший, шикарный, запоминающийся опыт, прекрасный. Бывает тяжелый, обидный, связан с потерями, со страданиями. Это жизнь, это уроки, они и положительные, отрицательные, по эмоциям, они нам очень-очень важны. Если во сне у кого-то выпадают зубы, они просто вываливаются. Вы видите кровь от вывалившихся зубов. Или руками достаете что-то, в ротовой полости лазили, и зуб потянули, и вытащили его, еще потянули, вытащили, и вы так увлеклись и повыдергивали зубы у себя. Очень легко. Если вы увидели кровь,
вероятность больше 70 или 70% примерно, что какой-то из ваших родственников готов к уходу, к выходу из воплощения, попросту умрет. На себе проверил, встречал людей, которые тоже подтверждают это. Я служил в вооруженных силах, и мне приснился сон. Я вытаскивал руками у себя зубы, у меня текла кровь, я удивлялся и все равно вытаскивал, как занозы. В эту ночь умер мой отец. Пришла телеграмма, я сверил, я запомнил этот сон, сверил число смерти. Единственное, я не распаковал, зачем мне информация, если этой ночью умер отец. Ведь я не мог его спасти. Вот если бы за несколько дней и я чудесным образом бы мог спасти либо отца, либо какого-то человека близкого. Это да, это продуктивная информация. А так, не знаю. Следующий интересный вопрос по управлению сна. Можно перед сном ставить задачу, думать о ней, гонять в голове спокойно. Ставлю задачу, установку, встретиться с ангелом-хранителем. И оговариваете задачу, вопросы, потому что вы можете не запомнить, когда заснете, не сможете воспроизвести вопросы, которые вам нужны. Проговаривайте сразу. Ставлю установку, запрос на встречу с ангелом-хранителем. Имею вопросы важного порядка. Как мне поступить? Выбрать вот этот путь или этот? Я стою на развилке. Время поджимает, и мне надо сделать выбор. Жениться, не жениться. Я вас уверяю, ангел-хранитель сочтет важным этот вопрос. Будет встреча в астрале. Будете беседовать, он вам покажет ленту времени, что может быть при таком раскладе, что может быть при таком раскладе. Самая сложная задача – вытащить информацию сюда обратно. Надо к этому приготовиться и сразу где вы спите, место у кроватки своей, на тумбочку, на табуреточку, положите бумагу и ручку. Вы, когда проснетесь, сразу хватайте ручку и пишите. Пишите, пишите, пишите. И у вас сон должен развеяться, как дымка. Сколько вы успеете записать, с этим вы можете работать. Тоже я практиковал, это все проходил. У меня был целый блокнот исписан такой кашей. Я же просыпался, я сон не помнил. Вернее, помнил хвостик, я за хвостик ловил и быстро-быстро записывал. Все, потом уходило, и я не помню. Я читал, и я не верил, что я сейчас это сам писал. И были записи, которые я использовал. Я вытягивал сюда информацию, использовал. Здесь можете так практиковать. А вообще сон можно загадывать. Я вам скажу, допустим, если есть, это такие вещи бытовые, если кто-то сохнет по кому-то и желает встречи, хотя бы нет возможности в жизни, хотя бы встреча во сне, перед сном, он думает, образ держит в голове. И также желаю встретиться во сне, в астрале. Ты меня найдешь, я буду одета вот так, будем пить чай, слушать музыку. На первый раз не у всех получится, на второй большая часть, и на третий точно прямо. Можно вот такие развлекательные сны себе готовить. Лишь бы они вреда не несли. По поводу деструктива, во сне вас пугает что-то очень, монстр какой-то или мертвый тело, труп, зомби. Но это уже высший пилотаж, если вы будете заниматься обузданием сна. Там легко, доступно человеку при страшной ситуации остановиться, развернуться, руки вперед и сразу спросить, кто ты есть на самом деле, яви свой истинный облик и скажи задачи, почему ты меня преследуешь. Кто бы за вами ни гнался, он мгновенно остановится, возможно, поменяется. Место тигра будет либо сгусток, либо как туча серая, темная, плотная. И она будет мысли-образы передавать, потому что хозяин сна – это вы, это ваше поле. И в ваше поле забрался кто-то. И он снимает энергию страха и питается. Это как на заправке хороший бензин для спортивной машины. Он у вас крадет бензин, энергию. Он мыслеобразом ему передаст, скажет, извиняюсь, но я кушать хочу. Поэтому так вот все устроено. Есть объект любви, желание, да, противоположный пол. Можно сформировать во сне инкуба или суккуба. Это бестелесные сущности, которые принимают любой облик. Они, считывая с вашего поля ваш идеал,
ваших желаний, мужчина либо женщина. И вы можете с ними проводить время, кататься на дорогих автомобилях, летать на самолетах, заниматься любовью, что хотите. Но бойтесь своих желаний, не загадывайте то, что может расстроить вашего ангела-хранителя и, следовательно, Творца. Лишат вас вообще памяти во сне. Вообще лишат. Посчитает, что это вам вредит, вот и все. Оздоровлением заниматься можно тоже через сон. Много чего использовать как инструмент. Но все индивидуально. Такая сегодня у нас беседа. Безмерно всех люблю. Идем дальше, развиваемся, обретаем новый опыт. Развиваемся с детьми, с членами семьи, с друзьями, с коллегами по работе, с соседями. Помогайте, учитесь отдавать дорогое вам время, заботу, милосердие. Учитесь любви на соседях, на коллегах по работе. И вы обретете или дополните истинное счастье, называемое Ананда. Вы за этим сюда пришли. Безмерно всех люблю. Обнимашки. Пока-пока.